Дядя Бен был моей опорой в мире, где все было зыбким и ненадежным. В мире, где мои родители исчезли. В мире, где укус паука-гибрида сделал меня другим. И вот дяди Бена не стало. В память о нем, ради тети Мэй, за то, что я не остановил убийцу, хотя мог, мне пришлось стать Человеком-пауком. Да, я творил добро, упрятал за решетку немало негодяев, но убийцу дяди Бена я не нашел. Еще одна дыра в жизни, и без того похожей на решето. Хорошо бы поболтать с Фиском, спросить, что он об этом знает. Только мне кажется, что он не самый доступный человек в мире. Все равно без толку, если я не попаду внутрь. Стоп. Я, кажется, понял. С такой охраной, как там, я по пресс-карте не пройду. Если только меня не будут ждать. Но фотографу нужен репортер. Спорим, я знаю, кто туда уже собирается. Уитни! Спасибо, что пригласила! Эй, я понимаю. Колледж стоит денег. Хочешь срубить деньжат, снимая старых богатых уродов? Валяй, только ко мне лучше не подходи. Дай угадаю, ты хочешь задать пару острых вопросов о спецгруппе? И это тоже. Минут через 10 меня отсюда выкинут. Эй, Гарри! Пит! Я знаю, мы почти не виделись с тех пор, как были детьми, но, по-моему, это место не для тебя. Светская хроника. Я внештатный фотограф Бьюгла. Улыбку! Фиск очень серьезно подставляется. Как ты думаешь, зачем? Он вырос в бедном квартале. Криминал, банды. Думаю, так он контролирует ситуацию. Дает отпор людям, которые мучили его в детстве. Но я его знаю. Он уже наверняка придумал, как на этом нажиться. Уитни говорит, что копы в группе тоже продажные. Мое дело техника. Людей выбрал Фиск. Шеф полиции всех проверил. Шефу надо остановить волну преступности. Он не будет спорить с тем, кто готов ему помочь. Ну, тут ясно одно. Спецгруппа дает результат. Никто не полезет, пока все хорошо. У меня вопрос. Это Фиск? О нем ходят нехорошие слухи. Из всех богачей только он захотел со мной работать. У меня куча проблем. У меня нет времени разбираться с нападениями на Скорб. Ну и нашему имиджу это не помешает. Послушай меня. Слухи не врут. У Фиска есть кое-какие темные делишки. Но ты попробуй доказать. Джентльмены, прошу. Тык. Ой, простите. Ничего. Мне все равно пора. Меня ждут важные дела. И меня. Есть в нем что-то подозрительное. Прослежу за ним. Пора надеть рабочий костюм. Звонка нет. Придется включить воображение. Прошу, что вам нужно? От тебя ничего. Нужна только ваша форма официантов. Хотим подать Фиску особое блюдо.
Что вы с нами сделаете? Посмотрим по вашему поведению. Тебе мама внушила, что... Спасибо. Было так страшно. Это его все боятся? Кто клоун? Бывает же удачно. Это смачно. Еще раз благодарю. Сезам, откройся. Так, не вышло. Перехожу к плану Б. Паук! Со мной ты обломаешься! Ты совсем не стараешься. Как будто совсем меня не уважаешь. Твоя маска летит. Что ж, я спас Фиска от русских. Теперь узнаю, не нужно ли спасти кого-нибудь от него. Я знаю, это звучит банально, но кажется, я вас где-то видел. Мы знакомы? Судя по вашему костюмчику с распродажи, мы вряд ли люди одного круга. О, ясно. Вы с детства едите золото и серебра, да? Нет-нет, вкус к серебру пришел позже. Ну, я работаю на Daily Bugle. Вы можете рассказать нам о Фиске? Он вертится возле пожилых богатых мужчин, а вы их отпугиваете, так что придется попрощаться. Ха, найдите меня, когда съедете от любимой мамочки. Я не живу с мамой. Я живу с тетей. Ну, было очень приятно. Меня зовут Питер, если запомните. Я Фелиция. Ну, что? Да, человек умеет эффектно войти. Прямо солнце затмил. Пора поговорить с большим дядей лично. Эй, отвали! Должен ли я сказать Уитни, что у него нет комментариев по поводу связанных русских бандитов внизу? Ничего. Мне нравится смелость этого юноши. Никому не рассказывайте. Это сыграет на руку бандитам. Они хотят, чтобы люди боялись поддерживать мою борьбу с криминалом. Но если никто не узнает, им все сойдет с рук. И они снова... Уверяю вас, с рук им это не сойдет. В каком именно смысле? Спецгруппа до них доберется. Мы уже довольно давно собираем данные на эту организацию. Пока их никто не остановил. Ни полиция, ни Человек-паук. Не произносите это имя! Человек-паук. Он считает себя героем.
Но это он допустил разгул преступности. Руки полиции всегда связаны с законом, а паучьи лапы нет. Если он до сих пор не остановил их, то он либо некомпетентен, либо ему просто плевать. Собираете данные, да? Нашли что-нибудь интересное? Русские весьма умные. Работают в ячейках. Каждая почти ничего не знает о других. Когда одну группу берут, это редко ведет к новым арестам. Но ведь кто-то ими командует. Да, у них есть оперативный центр. Очень немногие знают, где он. Найти его очень непросто. Спецгруппа ищет его? Наша цель — арестовать всех, кто нарушает закон. Одного человека всегда найти труднее, чем целую группу бандитов. Уверен, то, что он убивает тех, кто вам не по душе, совсем не играет роли. Конечно, я не одобряю убийство. Скорблю ли я по его жертвам? Нет, нисколько. В чем ваш конфликт с пауком? Ведь цели у вас скорее одинаковые. Раз Человек-паук действует вне закона, он мог бы достигать результатов более эффективно. Однако же ему достаточно ловить карманников. Он дилетант, спортсмен, ни на что не годен. Хотя дети его любят. Я недавно запатентовал права на его образ. Эта война последняя для всех гангстеров. Чем больше они наглеют, тем труднее им прятаться. Стоп, вы хотите сказать, что русские сейчас ввозят оружие в город? Не говорите за меня, юноша. Я просто спонсор. Бороться с бандитами я доверил профессионалам. Простите, мне надо собирать средства. Да, а мне надо тоже кое-чем заняться. На карте, которую я нашел, видна бурная деятельность русской мафии вокруг транспортной компании. Прикрытие для ввоза оружия в город? Акция дня. Закажете грузовик оружия, получите Человека-паука бесплатно. Быстро, пока эти дебилы нас не увидели. Тихо! Мы подожгли машину недалеко отсюда. Они отвлеклись. Лет таких тяжестей не таскал. Я тоже. Вот поэтому мы столько и протянули. Даже не все наши бойцы знают про это место. Да, да. Тут, небось, все крутые. А теперь подумай над своим поведением.
работают. Тяжелая артиллерия, как в настоящей войне. Нельзя, чтобы она оказалась на улице. Они такие милые. Даже не особо крупный. Да мне плевать, крупный он или нет. Я нашла его! Внимание! Внимательнее! Второй раз я повторять не стану. Не хочешь залезть на стену? Иди к папочке. Непонятно, почему плохим парням не дают хорошее оружие. Бросают его где попало. Полдела сделано. Надо скорее найти остальное оружие. Успокоюсь, пока он не сдохнет. Накал растет. Пора вмешаться. И, разумеется, Дейли Бьюгл никогда не снимает. Если это оружие попадет на улицы, случится катастрофа. Надо исключить эту возможность. Еще 3 моих парней. Если с ним срочно не разберутся... Спокойно, Михаил. Я слышал, прогресс есть. Чтобы это оружие уже точно никому не навредило, нужно его сломать. В этом деле я мастер. Как удача. Я сказал, он там, где мы его оставили. Твои люди истерят, как дети Я малые. тебе верю. Ты мне просто покажи, чтобы я им сказал, что сам видел. Ты лучше его на телефон сними. Сам им все покажешь. Мы его крепко избили. Ха-ха-ха. Мы его грохнем! Вот теперь они пожалели, что не установили спринклеры на случай пожара. Непривычно драться один на один, а? Ты пустышка в мишуре. Теперь мы увидим, в чем сила. Никаких фокусов. Вот почему меня называют потрясающим. Ты специально так шевелишься? Это что-то из репертуара мимов? Непривычно драться один на один, а? Паутина, делай свое дело. О, как весело. Давайте еще раз. Умоляю, я говорю, я не тот, кто вы думаете, я рекламный агент. Почему сюда кто-то вломился, чтобы спасти тебя? Я не знаю, о чем вы говорите. Я начинаю понимать. Слабак вроде тебя не убил бы наших в одиночку. С кем ты работаешь? Говори! Ни с кем. Умоляю, умоляю. Он точно не киллер. Не трогайте меня. Я отдам все, что захотите. Вот теперь ты точно действуешь мне на нервы. Я не позволю бандитам убить его. У них всегда такой удивленный вид.
Человек-паук! Я знал! Он работает с киллером! Я тебе кровь! Работая я с киллером, вы были бы уже мертвы. Радуйтесь, что это не так. Эти ребята думают, что ты убил кучу их друзей. Это не так. Я шел к машине и увидел, как кто-то нападает на этого русского. Он убийца, а не я. Как ты здесь оказался? И я крикнул. Киллер сбежал, и я пошел помочь жертве. Тут пришли его друзья. У меня руки в крови. Они не поверили, что это не я. Человек, которого ты называешь киллером, какой он был? Белый, рыжий, тощий. Глаза лютые. Силище, как у психа. Ну, не такого, как те, с кем я работаю. Судя по правам, ты живешь в Джерси. Если докажешь, что не был в городе, когда киллер убивал, все будет хорошо. Без проблем. На той неделе я был на встрече в Сан-Диего. Это скорая, я ее вызвал. Все будет в порядке.